Так, продолжение истории. Заменили коленвал, расточена поршневая, поршень новый, между поршнем и цилиндром 4 сотки зазор. Проверяли глушитель, вариатор, все уже проверяли, зажигание, все проверяли. А мопед все равно стучит. Вот такой вот звонкий стук идет из двигателя, непонятно почему. В общем, причину не удается установить, что он стучит. Будем дальше менять. Уже все поменяли. Вариатор уже все новое. Поршневая новая, коленвал новый. Распредвалы тоже. Распредвал тоже новый. Цепь новая. Успокоители, натяжители, все новое. Так, разобрали двигатель, вытащили поршень и нашли причину, в чем была причина стука. Стучал на самом деле поршень. Вчера мы насиловали его, гоняли этот скутер уже в надежде на то, что что-нибудь отломается, то, что стучало, или заклинит. И так оно и получилось. Вот поршень, который новый стоял. Так. Этот поршень, расточили под ремонтный размер цилиндр и установили. И он стучал изначально на холостых и на любых оборотах, сами вы слышали. И вчера мы ему дали, отвалилось кусок поршня. И здесь видно по юбке, вот здесь вот такое протертое видно. И видно то, что поршень терся с одной стороны юбкой, вот этой частью. Это говорит о том, что был поршень бракованный, и у него палец косо просверлен, вот это отверстие под палец, оно косо вот так вот просверлено, и получается, что вот эта часть юбки постоянно терлась об цилиндр, а во время вспышки в цилиндре поршень обратно перекашивало резко, и вот вы и слышали, вот это получался стук. Еще был люфт на пальце вчера, и так как поршень начало приклинивать, то палец раздолбило вообще отверстие. Вот сейчас покажу. Вот как разбило палец в поршне. Там был небольшой люфт, но когда поршень начало прихватывать, палец вообще раздолбил себе отверстие на пару миллиметров. Вот какой люфт. Купили поршень вместе с цилиндром на 65 кубиков. Будем ставить теперь еще цилиндр новый с поршнем и надеемся, что тарахтеть перестанет. Взяли все в комплекте. Так, вот палец здесь, правда, поплотнее в этот поршень. Он прям туго вставляется в поршень. Разбираем опять. Все, скутер собрали, поршневую новую установили. И предположения наши оправдались. То, что действительно стучал поршень бракованный. В поршне был перекошен палец с завода. Вот как можно теперь услышать. Никакой стука нет. Так.
Все, теперь тихо работает, вообще практически не слышно. Никакого звонкого стука не слышно. Слышно только, как шестерни шелестят. Вот таким должен быть звук полностью исправного скутера. Если стоит новый коленвал, новая поршневая, никаких звонов, стуков в двигателе нет. Вот такой мопед получился. Покрасили пластик, перебрали движок, и мопед теперь как новый. Все, Бобик сдох.